Как говорят, хочешь большой семейный кроссовер, бери Lysian L8. Хочешь технологии, бери Аита. Но что если я вам скажу, что в этом году появится игрок, который объединит в себе размеры премиум кроссоверов, технологии NIO, а ценник будет на уровне масс-маркета. Сегодня речь пойдет об автомобиле, который еще не успел выйти на официальных фотографиях, но уже навел шороху в сегменте китайских электромобилей. Речь пойдет об Onvo L80, младшем брате гиганта L90, но со своим позиционированием. Антон, я смотрю, ты здесь кайфуешь уже. По полной. I bet when I land, they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my props. You ain't got no soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I would really hate for you to sit and watch me win again and win again. Снимаем этот обзор мы до официального пресс-релиза. Всей информации еще нету, но от наших инсайдеров мы кое-что узнали. И об этом вам расскажем сегодня. Для начала давайте четко поймем, с кем мы имеем дело. Onvo — это дочерний бренд NIO. Если NIO — это премиум-сегмент, то Onvo — это семейные ценности за доступные деньги. Их философия проста. Больше автомобиля за меньшие деньги. Первой моделью был L60, второй — огромный трехрядный L90, на который мы, кстати, снимали обзор. Ребята, на высоте 2000 метров. Обязательно посмотрите его. И вот сейчас L80. Многие думали, что это будет просто уменьшенная копия флагмана. Но китайские инженеры пошли другим путем. Они взяли кузов от здоровенного L90 и выкинули третий ряд. Длина 5145. Это 5-метровый монстр, друзья. Для сравнения, новый BMW X5 в длину 4935. Ширина почти 2 метра. Высота 1,76 м. А главное, колесная база 3110 мм. То есть, по-хорошему, задним пассажирам должно быть доступно королевское пространство для ног. Давайте протестируем его. Друзья, спереди сидит Антон, который сдвинул переднее кресло до максимума, и он там дрыгает ножками, обратите внимание. Я здесь сижу, у меня кулак помещается, я со своими длинными ногами. Места сзади действительно просто много, очень много. Антон, пожалуйста, присядь сюда. Я хочу, чтобы ты насладился этим пространством, огромным пространством. И вот, вы знаете, одно время я был фанатом, ярым фанатом трехрядных автомобилей. И вот в последнее время я начинаю менять свой взгляд, и я склоняюсь больше именно к двухрядным, где вот есть диван. Сначала я был фанатом, потому что мы ездили двумя семьями. Я со своей семьей и Виталя со своей семьей. Мы ездили в одном автомобиле, и мы все вместе помещались. Но в дальнейшем, потом, когда Виталий купил себе свой автомобиль, по итогу я понял, что у меня сын любит один там ездить на одном ряду, дочка на другом ряду, и мне тоже нравилась эта история. Но сейчас я понимаю, что, слушайте, разница всего в одно место, да? Ну, да, с моим Поларом 2 места все-таки, у меня там 7-местный. Но, тем не менее, зато сколько места. Как здесь, так и там. Я даже не могу представить, кто тут должен сидеть, чтобы не поместиться. То есть ты за собой сядешь. Да, вот так вот, понимаешь? Это прям даже too much. Да, это ты сдвинул, чтобы ножками не доставал до края. Наклонил, вот это вот все. Это, конечно, поражает. Слушай, ну проработали идеальный автомобиль. На самом деле, мне кажется, это то, что у нас постоянно просят. Задолбали трехрядники, дайте нам пятиместник с гигантским багажником. Получайте. Слушай, да, здорово. Тут на самом деле продумали они очень много. И даже вот смотри, телефончики, пожалуйста, смотри, как удобно. Экран управления сзади большой, довольно-таки информативный. Что тут можно делать? Да, можно все делать, только я не понимаю, зачем тогда мне нужен потолочный экран. Да. Скорее всего, это как будет как доп-опция. Нет, ну подожди, здесь ты смотришь фильмы, а здесь ты управляешь мультимедией. Так здесь ты можешь смотреть фильмы. Ну, тут маленький экранчик. Достаточно. А здесь ты... Для чего вот этот экран, мы немножечко позже вам расскажем, Антон. Здесь у нас столик есть. Смотри, и очень много EasyFix. Это фишка NIO, да, ну даже не NIO, а Onvo, наверное, EasyFix. У NIO свои. То есть это места, куда вы можете что-то крепить. Допустим, подставка для планшета. В общем, MagSafe то же самое, на самом деле. Я вот сейчас вот это понять не могу. Я тыкнул в холодильник, так, а тут какие-то у меня настройки. Холодильник. Здесь, друзья, он умный. Он не просто холодильник. Тут, кроме того, что он на 8,8 литров, тут также есть куча различных сценариев. Это и режим хранения детского питания, и режим напитков, режим мяса, режим даже для грудничков есть.
Даже режим вроде как для животных тут был где-то. Жене вашей понравится режим хранения маски для лица. Представляете, насколько они просто заморачиваются. Открываем. Смотри, на электроприводе. Электропривод, слушай, Так. как он медленно, аккуратненько выехал, Чик, прям если приятно. толкнуть. Слушай, ух ты. И закрывается да. Снизу 3 Type-C разъема, но один из них для подключения телевизора Мгм. к телевизору чего-то там, да, допустим, вы можете вывести всю информацию с телефона. И 2, соответственно, 2 зарядки. На сколько ватт? Непонятно. Слушай, ну приятно. Панорама есть? Да, панорама разделена у нас, так как есть телевизор. Частый вопрос, Антон. Есть ли вентиляция, подогрев? Есть вентиляция, подогрев, а еще есть подогрев. Вот для этого пассажира, представляешь? Только вентиляции нету. Только вентиляции нет, но подогрев есть уже Да. прикольно. И Да. массаж получается только вот у нас с тобой. И еще и массаж есть. То есть задний ряд полностью оснащен удобствами. Классно. Спинка регулируемая. Регулируется. Мне прям Угол нравится. наклона. Мне прям нравится. Хороший угол наклона, слушайте, вообще, да, очень. А давай проверим фичу. Сожмет ли тебя? Нет, тогда меня. Сломает ли меня напополам? Сейчас тебе растяжку сделает. Она. Нет, не хочет. Все. Все, нормально. Я продолжаю жать на закрыть, а он открывается. Безопасный. Подлокотник есть, подстаканники с упорами и есть полочка. Полочка, обитая приятным материалом. Леш, я знаю, что думаю. Этот автомобиль действительно сильный конкурент твоему Полару. Ведь у них концепция, что это автомобиль для путешествий. Да, Антон, все правильно ты говоришь. Именно поэтому я попросил компанию Onvo, чтобы они нам дали сценарий для путешествий. У них тут представлено очень много сценариев различных. Мы вам покажем сегодня все их. Но вот это вот именно как можно использовать автомобиль для путешествий. Ты спрашивал вот только что недавно, да, а для чего потолочный телевизор? Я тебя хочу пригласить вот в этот салон. Залезаем на задний ряд. Вот сюда вот. Ничего себе. Так. Некомфортненько. Нет, так ты сядь А вот поудобнее. так вот, да. Вот, да. То есть здесь, если вы путешествуете с семьей, с детьми, со своими, да, вы можете устроить домашний кинотеатр. Вообще супер. Рядом. Дочку или сына вот такой. Иди, дорогой, посмотри. Не, это, Расположились. конечно, прям круто. Кинотеатр офигенно. И сейчас, ребят, мы не на спинке облокочены. Это специально разработанная концепция компании. То есть это матрас, и сзади просто у нас крышка от багажника заднего. То есть здесь в задней части есть много вот таких вот крепежей под специальные рейки, разработанные опять же компанией. То есть вы можете здесь устроить различные сценарии. Это сейчас один из них, один из таких вот Мне кажется, сценариев. они наняли дизайнера Икеи. Ну, слушай, Здесь так все продумано. я такого автомобиля еще не встречал, Это чтобы действительно- настолько было продумано все. Багажное пространство можно превратить в отсек для хранения кучи всего. 2000 литров можно из него сделать, если сложить все это дело. Есть глубокая ниша здесь, в которой можно много всего разместить. Вот она, та самая полочка, из которой мы сделали спинку. И вот они, те самые волшебные рейки от компании, которые можно поставить в раз, два, три, 4 места в разных положениях. Что вы можете с ними сделать? Да все что угодно, друзья. Хочешь стол? Пожалуйста, вот тебе стол. Сегодня мы вам расскажем и покажем, как удобно использовать этот автомобиль. Я, если честно, предполагал, что в ближайшее будущее будет создан конкурент Роксу. То есть в плане того, что автомобиль для путешествий. Именно концепция, вот углубленная туда, для путешествий. Но я не ожидал, что это будет чистая электричка. Я не ожидал, что это будет такой формат кузова. Я думал, это будет какой-нибудь такой пузатый, как у тебя Рокс, здоровый, квадратный, который ты едешь на 120, и он весь шумит, ты понимаешь, что ты в большой машине. Это же может использоваться как повседневный городской автомобиль, но если тебе надо, пожалуйста. В Альпы на нем легко. Антон, у меня в Поларе есть кухня встроенная, а здесь ее нету. Пойдем покажу. Куда ты меня хочешь повезти? Кухоньку тебе покажу. Какую кухоньку? Пойдем. Как тебе такое, Алексей Мамонтов? О, Ты зацени это этот же масштаб. прям кухня. Специальное место для ведерка, куда отходы. Обалдеть.
есть шкафчик выдвижной. Обалдеть. Чикс. Тут для кастрюль можно Да, перевозить. кастрюльку, утварь все туда поставил. Тут даже есть этот, как он называется, кранчик. Ты до речи потерял, да, я смотрю? Я даже забыл, как он называется. Мойщик, кранчик, шланг, распылитель. И все это, господа, Слушай. помещается всего лишь навсего в передний багажник. Вот эта вся хабазина. Вот такая комфортная. Обалдеть. Это что-то с чем-то. Тут Обалдеть. взял так, чик-чик-чик-чик, помешал, тут посолил, покухарил. Красота. Вот это Да. я понимаю, кухня, Леша. А вот тебя в пол или так? Кухонка. Да. Нет, ну если так рассматривать, то тут все. И все же, тема не раскрыта. Поместится ли Алексей сюда, как в спальное место полноценное? Я-то, понятное дело, помещусь. А вот Алексей поместится или нет? Да, это, между прочим, главный вопрос. Не- А где хранят они эти штуки? А вот Интересно. не здесь точно. Давай, с этим потом будем разбираться. Воля! Вот у нас спальное место. На первый взгляд, как будто бы ты поместишься. Ну, давайте проверим. Что же? Ого! Запас остался? Или у тебя там как? Нет, ну я здесь на краю лежу. Ну я поместился. Нет. Если перевернуть подголовник по схеме Антона, Так. то тогда будет места много. Окей, ну в любом случае тогда оставляем это детское место, да? Нет, не детское. Если ты с палаткой путешествуешь, а сам наверху. Я в эту не влезу палатку. Тут А, только ты не место для влезешь. тебя. Только Нет. я влезу, понятно. Ну, купи побольше палатку. Тебе ж никто не мешает. Да куда больше? Нет, тут крыша не выдержит. А что-то она не выдержит. Слушай, ну здесь, я думаю, не настолько мощная крыша, как в Polarstone. А какая разница, какая палатка там стоит? Если я 100-килограммовый туда залажу, Смотри, на стоянке в ROX 01 ты можешь до 300 килограмм на крышу угу, поместить. На ходу до 80 килограмм. угу. Вот. Обычно стандартно это 50 килограмм где-то вот на ходу, 150 на стоянке. Вот я Мгм. думаю, что здесь, скорее всего, должно быть, наверное, такое. Ну, короче так, вердикт, удобно или нет? Я помещусь тут. Если немножечко будет даже некомфортно, можно вот здесь развернуть подголовник вверх сюда, подушку положить на него, и будет комфортно. Места здесь хватает. Мне очень нравится, что сзади есть 220 вольт. На 2,2 киловатта, друзья, Так. также есть 12-вольтная розетка. А если я хочу снаружи воспользоваться витуэлом, сколько? Снаружи витуэл 3,3 киловатта. Итого у нас получается 5,5 киловатт. Неплохо, Выдает. очень даже неплохо. Да, платформа здесь на 900 вольт. Должна быть, точных данных мы пока не знаем, но вот по инсайдам вроде как 900 вольт. Вот. Ну и сзади у нас, так как здесь пневмо, есть кнопки управления высотой багажника. И, соответственно, электропривод для заднего ряда. Леш, а что если я тебе скажу, что в этот автомобиль помещается 2 велосипеда? Прям в полный рост. Прям в полный рост. Не верю. Смотри. Та-да! Ага, ну колеса они сняли все-таки. Ну, только передние. А, подожди, задние колеса Задний оставили. Да. Обалдеть. Что творят, а? Маленькая ремарочка. Здесь не 2 велосипеда, а 3. Чего молчите? А мы в шоке. Да мы в шоке просто, да. Тут реально шок. Такой невысокий SUV помещаются 2 велосипеда. И у тебя трехместный, получается, все равно автомобиль, потому что места-то еще есть для пассажиров. Вот, кстати, вот он еще один сценарий использования вот этих вот реек. Слушай, у меня такие эмоции последний раз, я помню, Leapmotor C11 вызывала, когда мы с тобой просто лазили. Да. И вот сейчас, друзья, честно, вот эмоции, они переполняют, потому что ты каждый раз подходишь к этому сценарию, каждый раз смотришь на что-то новое вот, и удивляешься действительно вот этому автомобилю. Сколько всего здесь сделано. Мы привыкли с тобой ко всем скоростям, ускорениям, запасу хода. Ускорение менее 5 секунд, друзья. Тут, Антон, у моноприводной версии, у заднеприводной, 340 киловатт движок. Это 462 лошадки. У полноприводной добавляется еще 100 киловатт спереди. Итого 598 лошадиных сил. Ускорение менее 5 секунд, понимаешь? И тут сейчас, наверное, у многих возник вопрос. Сколько же надо утиля заплатить, чтобы привезти такой автомобиль? А немного. Знаете почему? Потому что Onva, NIO,
одна из тех компаний, которые указывают 30-минутную мощность официально. Минимальная 30-минутная мощность заднего мотора 100 киловатт, переднего 20. Всего 120 киловатт. Это У полноприводной версии полноприводной это версии. 1 900 000. всего. Окей, я, конечно, извиняюсь, что я сейчас такое говорю. Всего 1 900 000 утиля отдать надо. Но это так по-божески. Если сравнивать с Сравнивать другими, с другими аналогичными электрическими автомобилями, да, во-первых, Там где- где 3 миллиона ты отдашь за такие вот движки. больше, и и больше больше. 3 миллионов, да. А здесь у тебя вот официальная мощность есть по красоте. Это не так много получается в любом За случае. моноприводную 1,5 миллиона. Ну, никому не нужна. Моноприводная. Да? Конечно. Ну, Ребята, ладно. напишите в комментариях, взяли бы вы такую себе моноприводную? Только мне нужно, значит. Ну вот и мне, чтобы это подальше уехать. Да. Хотя в горы не заедешь, понимаешь? Ну, тоже Тогда верно. полный привод. Тоже верно, Не да. возьмем мы с тобой моноприводную, а возьмем полный привод. Ну, жене, если то. Пусть на ягишке катается. Сейчас будет некий диссонанс у людей, которые увидят цвет данного салона. Лично мне нравится такой лимонный оттенок. На самом деле это модный сейчас оттенок в мире фэшн-индустрии. Но вот как они его применили к автомобилю, конечно, я смотрю, Алексей, на вас, Как и думаю, ты- это спорно. Как ты сделал в обзоре Firefly? Да. В общем, интересненький салон. Да не, прикольно же ж, Да ну. нет, Антон, нет. Только не Да-да. такой, нет. Да-да. Этот мы не будем снимать салон, пошли в другой салон. Машин много, давай поищем другую машину. Пойдем, другой найдем. Другой, нет, не сюда, не сюда. Всё. Слушайте, ну вот так выглядит белый салон. Вот это совсем другое дело. Вот это мой любимый цвет салона. Кто-то скажет, самый, может быть, непрактичный, Да. но 100% непрактичный будет тот, желтый, потому что на нем будет видны изменения гораздо лучше, чем вот здесь. Слушай, я не знаю, практично, не практично, но я себя ощущаю в таком салоне очень комфортно, уютно. Я сажусь, у меня вот расслабление идет душевное. У меня после одного автомобиля недавнего появился новый, так сказать, фетиш, куда сувать свои пальцы. В смысле? Как бы это ни Чё ты меня звучало. пугаешь? Парни, всего даже нет. У меня вот буквально один палец между ногой и сиденьем. В сяжке у меня 2 пальца помещается в белой дисе. Ага. В фольсе у меня также 1. Короче, я к чему? Что здесь прям вот она Для тебя вообще хорошая идеально, да. сидушка. Ага. Хорошая. При моем росте и моих ногах, вот сядь, посмотри, сидуха комфортная. Нет, я вижу, что она большая, да, она и мне комфортная. Классно. Ногу можешь вытянуть или нет? Ну вот так вот. Вот такое положение. Мгм. Все. Нет, это гораздо комфортнее, чем у меня в Polar Stone. В Polar я вот так езжу. Здесь вот. Но, друзья, вот сейчас мы подошли к моему главному минусу, который я вам уже озвучивал в Onvo L90. Отсутствие приборной панели. Вот это то, что меня оттолкнет от покупки этого автомобиля. Вот я его не беру все сразу. Тут вместо этого 35-дюймовая проекция. Проекция с дополнительной реальностью, да, тут все это есть. Кто бы что ни говорил, мне нужен экран, приборная панель. Я всегда на нее вывожу давление в шинах, я всегда вывожу на нее расход, я еду и контролирую за состоянием автомобиля. Мне она нужна. Ты можешь сюда необходима. все вывести. Нет, нельзя. Туда наверняка Тут можешь карта, вывести. Антон, здесь карта, я еду по карте, все, мне здесь не надо ничего. Либо музыка играет, там что-то, там жена там что-то переключает. Вот здесь мой экранчик, куда никто не полезет. Это мое личное пространство. Окей, согласен. Можно было бы сделать вот сюда небольшую Хотя бы, полосочку. да, хотя бы полосочку, как это делают некоторые. Хотя нет, еще есть минус, недостаточно физических кнопок. Смотри, они не обозначены ничем, то есть есть вот они у нас 2 кнопки, есть джойстики вот эти вот, да, с кнопками, с управлением на руле, проблема. Большая проблема, недостаточно для меня. Все остальное шикарно, просто. Верх приятный, зеркальце с подсветочкой. Почему нету сверху кнопки для закрытия шторки? Только через экранчик, только вот таким образом. Либо голосом. Я не могу найти английский. Вот тыкаюсь, не могу найти английский. Он же должен быть. А в L90 мы, по-моему, тоже без английского сидели. А в него есть английский.
В нее есть, да. А здесь английского языка нету, к сожалению. Опять очередной минус. А вот что мне нравится, так это центральный тоннель. Друзья, вот обалденно проработанный центральный тоннель. То есть они убрали отсюда дефлекторы. Благодаря этому у них появилось здесь много пространства. Вот здесь шкатулка довольно вместительная, большая. Пожалуйста. Здесь две подставки под телефон. 50 ватт. Турбозарядка у тебя пишет. О-хо-хо. Быстрая. Здесь у нас два подстаканника с упорами. Полочка тоже довольно неплохая. Несмотря на то, что есть холодильник, полочка довольно глубокая. Два Type-C разъема и отсек для карты памяти. Видеорегистратор встроен и есть функция сторожа. Здорово. Экран 17 дюймов. Большой, сочный, 3К разрешения. Кстати, вообще не лагает. Да, Антон, все правильно. И, между прочим, здесь первый в мире 5-нанометровый чип. Shenzhou NX9031. Ребят, да, и чтобы вы понимали, он жрет в 2 раза меньше энергии, чем аналоги, но выдает сумасшедшую вычислительную мощность. Бардачок есть? Есть. Но его просто так не откроешь. А вот так, да, его откроешь. Такой под формат А4 небольшая папка документов. Но зато есть большая нижняя полочка, в которой есть только прикуриватель. Массажи есть в 4 сиденьях, но массаж, по оценке нашего специалиста, на 4. Но самое гениальное решение — это вот этот Франк на 240 литров. Вы представьте, вам не нужно с собой возить кресла, какие-то стульчики. Вы можете приехать со своей любимой девушкой, сесть вот так вот. Ну, либо девушка с парнем, либо с Антоном. Антоха. Да. Либо с Антохой. Вот так вот. Вот так вот сели, поставили свои напитки и сидите и наслаждаетесь закатом. Ну, классно же, да? Да, у меня вопрос. Как будто бы багажник, Франк точнее, Да. больше, чем в L90. Я помню свои ощущения, что мы не так свободно сидели по бедрам в L90. По размерам здесь 240 литров, как и там. И мы спросили у организаторов, они сказали точно такой же Франк. А если вы хотите, чтобы я полностью поместился сюда, точнее, чтобы я попробовал поместиться сюда, Да я хочу. пишите в комментариях и на тест-драйве, я сейчас этого делать не буду. Почему? Давай. Все ждем. Мы все ждем. Ну давай. Антох, за лайк сделаешь? За лайк. Да я за любовь подписчиков. Так, смотри, удобненько, как они придумали. это всё. Да, слушай. Все на крючочках, все прицеплено. То есть не думайте, что это такое, знаете, какое-то там временное решение такое, да? Кстати, я помню, еще в L90 была дренажная система. Вот здесь вот. Мгм. Да, Ух ты, есть. ничего себе, еще и Вот. мини-ниша, да, есть? Можно рыбу там возить. Рыбу возить. Привез рыбу девушке, говорит, садись она. А что-то запахи какие-то. Что-то я очкую, Славик. На самом деле, когда мы снимали L90... Нет, я сюда не помещусь. Нет, голову тебе отрежет точно. Давайте вернемся на землю немножечко и поговорим про то, что же находится внутри, в сердце этого автомобиля. А внутри, друзья, платформа NIO NT3.0. Это самая передовая тележка, которая есть у концерна. Она дебютировала на седане за $100 тысяч NIO ET9. И вот ее ставят на доступный семейный автомобиль. Что это нам дает? Во-первых, 900-вольтовая архитектура. Это про скорость зарядки, но об этом позже. Во-вторых, мощные и эффективные карбид-кремниевые силовые модули. А в-третьих, двигатели от флагманского ET9. По силовым агрегатам, как мы и сказали вам, ожидаем две версии. Одну моноприводную, заднеприводную, а другую полноприводную. С таким табуном ускорение до сотни менее 5 секунд. Конечно же, главный вопрос для электромобиля, а сколько же он проедет? Ожидается две батарейки. Одна на 85 киловатт-часов, другая на 102. Соответственно, от 550 до примерно 620 километров. Ну, это по циклу CLTC. Да, по оптимистическому циклу CLTC. Ну, конечно же, главная функция, которую рекламирует ONVA, и они же NIO, это функция замены батарей. Как вы знаете, этим самым славится NIO. Компания меняется батарея сейчас уже по новым стандартам всего лишь за 3 минуты. Раньше это было 5 минут.
И вот вы приехали и за 3 минуты заменили батарейку и поехали на заряженные батарейки. И вот здесь, друзья, в Китае, есть такая возможность брать машину с арендованной батарейкой, тем самым экономя на стоимости автомобиля. А экономия, между прочим, существенная. Вот от насколько? 60 до 70 тысяч юаней. То есть, если предположить, что машина будет стоить 200-250 тысяч юаней, то мы можем ее получить вообще там за 150 тысяч. Ты сейчас нифига себе меня подтолкнул к идее. Какой? Быстрее продавать все, что у меня это есть из рыжего. И вот сюда метится. И арендованную взять? Да. Арендованная батарейка в Китае, конечно, это прям интересная штуковина, потому что тебе дается несколько замен батарей в месяц, у тебя дается бесплатная зарядка этой батареи на станциях НИО. В общем, там плюшек много. Да. Ну-ка, дай лапу. Дай лапу. Лапу дай. О, молодец. А давай теперь попрыгаем вместе. Давай. Пошли. Ты мышелушка, а ты мой зайка. Короче, если ваш пёсель разрядился, 3,3 киловатта, легко его зарядят. Вот она, наша новая электрическая реальность. Как мы вам уже сказали, здесь есть много автомобилей с различными сценариями. И сейчас давайте посмотрим, что умеет автомобиль L80. Сценарий серфингиста либо сапоголика. Изи. А если вы хотите сделать оригинальное предложение девушке, то можно приехать вот в таком сценарии свадебном, так сказать. А где-нибудь здесь спрятать кольцо, а спереди будет лежать свадебное платье и костюм, как бы намекая на что-то большее. А мои дети были бы в восторге от такого сценария. В своей биодися я перевожу примерно вот такой электрический автомобиль по размеру и еще велосипед. И у меня в голове не укладывается, что в обычный SUV влезет то же самое, что и в MPV. Следующий сценарий – выездной диджей. Пожалуйста, друзья, вы скажете, это можно сделать с любой машиной, но так комфортно ему сидеть будет только в L80. А это мечта Алексея – иметь с собой всегда везде бар. Либо сценарий полевой кухни. А если вам не дают играть дома, то этот автомобиль точно для вас. Слушай, еще и стримить можно прямо на природе. Благодаря тому, что здесь внутри розетка на 2,2 киловатта, снаружи на 3,3 киловатта, вы можете подключить 2 полноценных игровых компьютера даже. Ну и, конечно, какой же автомобиль для путешествий без автопилота? Ну, либо для вас удержания в полосе. Но я сейчас хочу поговорить про автопилот, для которого используется лидар. И вот эти вот камеры в виде рожек на крыше. Автопилот здесь с функцией обучения. То есть сейчас у нас автомобили начинают следить за водителем и принимать на себя его повадки. Это интересно. То есть, что нас ждет в наше время, в будущее, ребята, это просто что-то происходит вообще умопомрачительное. Дизайн у L80 строгий и современный. Закрытая передняя часть, двухуровневая головная оптика и нету монобровий. Что странно, да, наверное, в современном мире, где все практически их делают. По подвеске двойные поперечные рычаги спереди, многорычажка сзади и есть пневма. Пневма регулирует клиренс у нас довольно неплохо, ну, судя по его старшему брату L90. И вот сейчас Антон продемонстрирует нам. Но, друзья, насколько она регулирует, мы вам сегодня не скажем. Почему? А потому что дождитесь тест-драйва, и тогда вы все узнаете. Пока пневма у нас набивается, по резине давай поговорим. Michelin Pilot Sport. Классно, здорово. Вот китайцы не экономят на резине вообще. 275/45 на R21. 21 дюйм. Классно. Слушай, ну клиренс поднялся довольно неплохо. Я скажу так, что ну 25 здесь точно есть под батарейкой. Ну, это мы уже узнаем более детально на тест-драйве, потому что здесь ты клиренс все равно не замеришь, они все стоят непонятно как здесь на траве. Да, это, в принципе, основная причина, почему мы вам не хотим его показывать, потому что все машины на неровной поверхности, выкатить нельзя их. Но зато мы можем вам показать нечто интересное. Дело в том, что здесь у нас машина без сценариев, она голая, скажем так. Багажник высоко поднят, да, есть у нас кнопка опускания багажника.
нажали и опустили багажник. Посмотрите, как он быстро опускается. То есть вот, знаешь, некоторые думают, типа, что это такое баловство, там, пока нажмешь, пока он опустится, столько времени пройдет. Вот, я нажал, 5 секунд прошло, он опустился вниз. Классно, здорово. Можно здесь управлять отсюда креслами заднего ряда. Но, друзья, показать я вам хотел здесь другое. Обратите внимание, какая глубокая, большая ниша. И есть еще одна ниша, смотрите. Опять же, глубокая ниша. Насколько все-таки грамотно это все было спроектировано, продуман был каждый сантиметр свободного пространства. Не, багажник, конечно, впечатляющий. Да, Моё если мы еще опустим вот это вот так вот кресло отсюда, одним нажатием, удобно очень, опустили и все. Слушай, ну, я скажу так, L90 мы обкатали, Угу. и мне очень понравилось, как он ехал. Мы ездили по горам, забирались на высоту 2000 метров. Здесь тележка не хуже, даже Даже вроде как современнее, да. современнее. Мгм. Поэтому я уверен, что здесь будет все хорошо. Вот, ну, в любом случае, конечно, ждем официального пресс-релиза, ждем официальных цен, потому что цены, кстати, давай поговорим про цены. Мы с Антоном ожидаем, что они, наверное, будут чуть-чуть дешевле, чем L90. А L90 у нас 250 тысяч, да? Ну, Сколько? наверное, от 220 буду стартовать цены Вот. Если будет 220 за такое чудо с батарейкой. моноприводный, Да, с батарейкой. с батарейкой на 85 Мгм. киловатт-часов, да, то это просто фантастика. Фантастика, согласен. 220 тысяч. Ну, действительно, автомобиль. Ну, знаешь, сейчас этой фантастики есть, конечно, один большой конкурент. Это D19. О, Там, да. конечно, может быть, нет таких сценариев, таких возможностей, но автомобиль большой. Если брать гибрид, там есть много чего интересного. Мгм. Это уже смотрите наш обзор про этот автомобиль и изучайте. Но А с учетом тех цен, которые они выкатили на D19, опять же, про ценники мы поговорим, наверное, на наших чайных новостях. да, давайте Можем. помусолим это там. На сегодняшний день действительно это автомобиль, у которого ну, практически нету конкуренции. Вот как-то они вот так вот могут, да, Да. залезть вот по вот... Слушай, честно, меня поражает этот китайский рынок. Как они так делают, что каждый автомобиль, мы с тобой приезжаем, и он вне конкуренции. Вне конкуренции. У нас король, очередной король, а это семейный король семьи. Нет, молодцы, хорошую нишу нашли, хорошо Классно. в нее сейчас будут наверняка залазить, потому что все-таки L90 продавался хорошо, L80 будет продаваться стопудово лучше. L90, 100 тысяч автомобилей продали. 100 тысяч за прошлый год только. Обалдеть. Да. Я жду цен и дальше буду уже мечтать. Друзья, а вы, как обычно, подписывайтесь на наши все социальные сети, наш телеграм-канал, где мы постим каждый раз интересные новости. Также у нас есть телеграм-канал по продаже автомобилей, куда каждый день Антон закидывает интересные объявления с китайского рынка. Да, также мы есть на всех российских площадках. А вы пишите комментарии, нам интересно, что вы думаете про L80. А с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас всем будет хорошо. Пока!